Всем привет! Сегодня я с вами делюсь вкусным мясом, говядина в беконе, такой вот цельный кусок, ароматный маринад сухой, делается быстро, просто, вкусно получается. На любой праздничный стол подходит это блюдо. Маринад очень простой делаю. Вот такой вот кусочек на кило 200, кило 300 у меня лопатки, середина лопатки. Вот этот жирок я его сейчас не срезаю, но перед тем, как обжаривать, я его срежу. Простой маринад, сухой. Вот здесь вот у меня вот разные перцы, 4 сезона, кориандр, английский душистый вот такой вот крупный перец. И вот всего по чуть-чуть. Это я раздавлю сейчас ножом. Можно, конечно, и лучше в ступке, но ступка у меня сломалась, поэтому ножом буду давить. Горького немножко, красного перца и лук. Маринад будет сухой. Сельдерей 2 палочки беру и просто его режу не сильно крупно вместе с листьями. Сельдерей, он очень классный, дает аромат любому мясу, салату. В рыбе он мне не нравится, а вообще очень многие блюда, что касается мяса особенно, я его везде добавляю. Ну, супы, бульоны тоже. В рыбе имею в виду, если в духовке, когда делаю рыбу. А вот солю рыбу, тоже с сельдереем смешиваю с солью, и тоже вкусно получается. Вот так вот мелко порезала, не сильно крупно, не сильно мелко. И в чашку небольшая луковица полукольцами, можно перьями, можно четвертями, как удобно. В принципе, здесь роли не играет. Тоже в чашку. И вот сегодня перцы мне придется немножко помять ножом. Чуть-чуть нужно их вот так вот раскрыть, зерна, чтобы пошел аромат лучше. Можно, конечно, перемолоть, но мне вот так больше нравится. И тоже в чашку складываю. Я кладу четверть горького перца молотого красного. Забыла про пару листочков. 2-3 листочка вот так вот ломаю лаврушки. Добавляю 2 столовые ложки растительного масла, пару щепоток соли, таких хороших. И теперь все вот так вот хорошо переминаю. Аромат идет просто необыкновенный. Само мясо я не солю и не перчу, тогда оно будет мягким. Достаточно вот этих больших 2 щепоток соли, что я сюда положила. Кусок кладу, оставляя немножко на дне маринада. Обкладываю вот так вот. Закрываю пленкой и ставлю на ночь в холодильник. От лука, сельдерея еще выделится свой сок. Кусочек мяса уже замариновался за ночь. Я его сейчас даже вот и связывать не буду. Но его нужно запечатать, поэтому сейчас уже разогреваю хорошо и сковороду, и уже духовку поставила на 180 градусов разогреваться. 2-3 зубца чеснока режу на кусочки вот такие вот продольные. И сейчас их тоже сначала поджарю на сковороде. Хорошо разогретая вот сковорода, сбрызгиваю немножко масла, поджариваю чесночок. И вот здесь у меня розмарин по веточке с шалфеем. Чеснок с травкой очень хороший аромат отдают. Теперь вот так вот в бок его кладу и запечатываю кусочек со всех сторон, чтобы все соки остались внутри. Вот чтобы корочка была, вот она не горелая, но запечатанная вот здесь. Буквально там, я не знаю, минутку, ну, полторы. На боковинах тоже, конечно. Мясо сейчас перекладываю на блюдо, на противень, на котором будет запекаться. На сковороду наливаю масло и поджариваю лук с зеленью, в котором мариновалось мясо. И теперь мясо обкладываю беконом, грудинкой. Причем я не обкладываю его снизу, а только вот сверху. Добавляет очень хороший вкус и сочность.
Также, когда перед маринованием, я вот об этом не сказала, можно сделать надрезы в мясе и положить туда кусочки сала. Тоже получается очень вкусно. Это именно касается вот дешевого куска мяса, лопаточная часть, а не антрекот или, допустим, задняя часть бедра. То мясо, которое более жесткое, не такое нежное само по себе. Ну и оно дешевле, конечно. Все, вот так вот оставляю. Сюда же выкладываю лук поджаренный. Просто он, когда его чуть-чуть поджарить, он вкуснее. Поливаю немножко соком от маринада, то, что осталось, вот так вот. Но я даже не весь вот буду делать, на лук вылью. Закрываю полностью фольгой и ставлю в духовку, хорошо разогретую, уже 180 градусов, на 30-40 минут. Расчет всегда такой: на килограмм мяса куска говядины 40 минут, плюс каждый килограмм это плюс 20 минут. Ставлю в духовку 30 минут, ну не больше 40. Мясо достаю из духовки и даю ему постоять минимум 10-15 минут, 20 даже тоже хорошо, чтобы внутри сок весь распределился равномерно. Только после этого резать. И теперь вот этот ароматный кусочек разрежем. Видите, какое оно розовое внутри. И чтобы вы знали, это не кровь. Если кто-то думает, что это кровь, это сок. Так вот, чтобы мясо было вкусным, его нельзя пересушивать. И оно обязательно должно вот так вот сочиться. Но вот я вижу, что здесь прям хорошо выходит сок. Вот как надо. То есть, как я сказала, на килограмм мяса 30 минут в духовке. И не больше не пересушивайте. Посмотрите, какое оно сочное. Каждый плюс килограмм плюс 20 минут. То есть, если 2 килограмма, это 50 минут, не больше. На килограмм 30 минут. Нарезаю теперь кусочки и наслаждаемся вот такой вот вкуснотой и красотой. Очень просто, очень сочно, очень вкусно. Радуйте своих родных и близких, делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.